Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто проявит к вам инициативу? Какая женщина? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Так. Знаете, вот как будто вы сейчас стоите на распутье, вот какая-то есть неопределенность. То ли хочется что-то поменять в своей жизни, да, у некоторых это может быть работа, да, может быть вы стоите перед выбором, уходить с работы либо нет. У кого-то может быть сейчас вот вы ищете работу и ходите, как бы просматриваете вакансии, на собеседование ходите, да. Кто-то, может быть, хочет жилье поменять, там, переехать вообще место жительства поменять. Ну, то есть, знаете, вот перед вами стоит вот дилемма, как будто вот какие-то перемены должны случиться в вашей жизни, причем кардинальные перемены. И очень четко вот сейчас перед вами стоит какой-то выбор. Это может быть, кстати, касаться еще отношений с женщинами. Может проигрываться, что, допустим, вы с женщиной какой-то познакомились, да, и вот вы думаете, стоит ли с ней связываться, не стоит, вот как-то прицениваетесь, присматриваетесь. Ну, то есть это может касаться абсолютно всех сфер. По деньгам у вас, в принципе, стабильность есть. Я не могу сказать, что у вас слишком много денег, но некоторые накопления вот у вас есть. Я бы сказала, что у вас есть отложена некая сумма, так сказать, про запас, да, на всякий случай. Я не люблю выражение на черный день, но есть денежки, потому что вы знаете цену деньгам. Вы умеете распоряжаться деньгами. Я думаю, вам они тяжело и давались. Также это может проигрываться, что вот вы так относитесь к деньгам, потому что это идет родом из вашего детства, да, возможно, с родителями вы жили довольно, скромно, да, вот денег не хватало, то еще из-за этого вы можете довольно так аккуратно, скрупулезно относиться. Вы любитель животных, да? Вот я бы сказала даже, что вы, знаете, вот вы к животным относитесь как к настоящим вот друзьям, вот как к людям, да? Вы с ними можете и разговаривать, вы можете там их обцеловывать, там тискать, ну, то есть вы настолько балдеете от животных, от природы. Вам очень нравится природа, да, это может еще говорить о том, что вам нравится рыбалка, вам нравится охота, да, вот именно когда вы пребываете на природе. Вам даже, знаете, может быть, не сам процесс еще, сам процесс, да, рыбалка, охота, это инстинкты ваши, конечно, вам это тоже нравится. Но вот этот кайф, когда пребываешь на природе, да, когда ты слышишь, как птички поют, как вода журчит, да, как пахнет листва, вот хвойные леса, допустим, там, да, вот, ну вообще, вот этот чистый воздух. Ну, я думаю, вам очень нравится пребывать на природе, да. Ну, понятно, шашлыки жарить, это, конечно, всем нравится, но вот именно природа – это ваша стихия, да, вот вы как будто подзаряжаетесь энергией, здоровьем именно вот от природы. Знаете, вот в вашей жизни еще была женщина, которая довольно, эмоционально холодная, я бы сказала. У нас мечевая королева выпала, да. То есть я думаю, что если сейчас, допустим, это общий расклад, да, вот если сейчас у вас есть женщина, то она скорее будет вот этой мечевой дамой. Либо же вы расстались с ней, да, поскольку это общий расклад, я еще раз повторяю, но по-любому эта женщина проявляла некую холодность в ваш адрес. Вот она не давала вам какого-то тепла, заботы, уюта, да. Это касается, я думаю, либо же последнего времени, вот когда вы с ней в отношениях, либо сейчас, если есть, либо же были в отношениях. Вот она могла быть острой на язык, она могла, знаете, вот опускать ниже плинтуса, унижать, оскорблять, делать из мухи слона. Ну, то есть довольно непростая дамочка. Но в вашей жизни она была, либо же у кого-то есть, да, кто еще в отношениях.
Так, она, я вам еще скажу, она занимается магией, либо же ходит к таким дамам, которые занимаются этим. Очень женщина такая, любящая манипулировать. Но с ней, знаете, вот еще может такое быть, что из-за этой женщины у вас проблемы в финансах. Вот как будто она топит вас, да, вот не поддерживает, а топит в каких-то ваших начинаниях, в каких-то ваших проектах, да, вот, допустим, вы идете на какую-то работу, она вместо того, чтобы поддержать, она начинает вас клевать, что вот ты такой, ты сякой, зачем ты сделал то, зачем ты все, да. Ну, то есть она вас как-то не поддерживала, наоборот, ну вот клевала, клевала, мозг выносила постоянно, да. Опять же, повторяю, это касается и тех, у кого сейчас есть, допустим, женщина, еще есть отношения, но они очень холодные. Либо же, если вы расстались, то у вас была такая женщина. Она к нам пришла сегодня на расклад. Давайте-ка теперь посмотрим. Да, вы разошлись с этой женщиной. Либо же, смотрите, у нас башня выпала. Если вы сейчас еще вот находитесь в отношениях, то они приведут к разрыву однозначно. У вас холодная женщина, у вас злая, агрессивная женщина. То если вы еще не расстались, у вас все идет к расставанию. Так, смотрим. Какая же женщина к нам пришла на расклад, которая проявит инициативу? Ой, какая она романтичная. Вот знаете, почему-то сразу хочется сказать, что женщина, которая вот создана просто для любви, для семьи, для отношений. Она настолько светлая, настолько вот добродушная добрячка. Вот из таких обычно, ну, как бы вьют веревки. Особенно ей попадается, допустим, вот недостойный мужчина, если попадается такой женщине, то довольно тяжело им будет. Потому что вот этот недостойный мужчина, который использует таких женщин, да, то будет, ну, такие веревки, ведь такие узлы завязывать из нее. Она очень податливая, да. Она очень такая, знаете, вот, ну, как ребенок в душе, вот большая девочка. Ей по жизни довольно часто приходилось сложно, вот именно из-за своей доброты, из-за своей какой-то вот порядочности, ранимости, да. Она настолько вот впечатлительна. Она, вот такие женщины, они могут забиться в угол, да, проплакать, либо же в подушку ночью проплакать, да, но как-то они не покажут, как им больно и тяжело. Они могут расплакаться из-за чепухи. Просто из-за чепухи, насколько им там жалко какую-нибудь букашку-таракашку, им жалко, да, вот кто-то раздавил там жучка, и все, она уже будет плакать. Очень и очень она такая ранимая. Так, давайте-ка посмотрим, что же будет за инициатива от этой женщины. Откуда она возьмется? Да, такая она творческая натура. Любит, видите, она и почитать, и хозяйка она любит. Вот, ну, такая вот она домашняя, она очень домашняя. Причем, знаете, вот вас соединят вот именно высшие силы. Это будет не просто ваше знакомство, да, она проявит инициативу, она проявит, но, знаете, это будет такая вот осторожная инициатива. Это какое-то, знаете, вот я не буду даже, вот пусть будет интрига, не хочу уточнять даже, где вы познакомитесь, так интересней, да, чтобы не программировать вас, потому что будете сидеть и ждать. Вот я скажу сейчас в магазине, вы будете в магазине обращать внимание, да, либо же там в автобусе. Нет. Вот пусть это останется интригой. Все равно у каждого будет по-своему, да, проигрываться. Но смотрите, это будет очень и очень осторожное такое знакомство, да. Вот именно она вас завлечет, она сделает первый шаг. Это будет очень осторожный шаг. Она, знаете, она будет очень сомневаться, стоит ли подходить, а вдруг вы ее отошьете, да, а вдруг не получится, а вдруг у вас кто-то есть. Она будет какой-то период сомневаться, стоит ли к вам подходить. Так, что же будет дальше? Так,
А дальше у вас, ребят, будет с ней, знаете, не то, что семья, у вас даже ребенок может проигрываться, да, вот с ней. Это начнется абсолютно новый жизненный этап. Вот инициатором будет она, я еще раз повторяю. Это может быть любая инициатива. Это может быть улыбка, это может быть, я не знаю, подмигнуть просто. Это может быть, да, спросить, как пройти к какому-то магазину. Ну, то есть я не буду вникать, да, вот где и что. Ну, то есть это будет очень робкое такое знакомство. Я бы даже сказала, что во время знакомства вот она будет как девочка стоять, стесняться, краснеть, но просто вы ей очень понравились. Причем, знаете, она вам еще напомнит кого-то вот из детства, либо же из вашего прошлого. Возможно, она внешне похожа на кого-то из вашего прошлого, да, это может быть и внешность, и характер, я не знаю, там, манера общения, фигура, все что угодно. Но вот почему-то, вот когда вы с ней будете общаться, у вас будут такие, знаете, воспоминания, как будто бы из прошлого, из детства. Может быть, кому-то она маму напомнит, да, может быть, на маму в чем-то похожа, может быть, еще на кого-то, именно на важного для вас человека. Я именно акцентирую внимание, что именно на важного человека она будет похожа, не просто на какую-то там соседку по парте в школе, нет. Поэтому вот когда вы будете с ней общаться, да, а у вас перейдет это в общение, потому что у вас до семьи, это до детей даже дойдет. Вам еще будет, знаете, настолько тепло от этого общения, вот вы будете на нее смотреть, да, и вот эти вот воспоминания, ассоциации с прошлым, с теплым прошлым, они еще больше будут вас влюблять в нее. Да, вот именно, знаете, будут такие довольно романтические у вас отношения. Вот даже если вы не романтик, то вы научитесь. Вот поверьте, вот если мужчина влюбляется, да, вот что бы вы мне ни говорили, что, возможно, кто-то скажет, я не романтик, я такой-сякой, я не умею, да. Но поверьте, когда человек влюбляется по-настоящему, то вы и научитесь. Вы будете стараться все делать, чтобы порадовать свою любимую женщину, да. Она, в свою очередь, тоже будет стараться, конечно, если она влюбляется. Это видно всегда. Даже если вы что-то не умеете, вы все равно будете стараться. И тот же какой-то ужин при свечах, да, еще какие-то романтические жесты, какие-то прогулки при луне, ну, все что угодно, да. Пусть даже не умело, но вы будете стараться это делать. Пусть даже как-то, ну, неуклюже, если вы не умеете. Но вы будете стараться, да, и любая женщина это отметит. Поверьте, вот знаете, вот если вы все сейчас проанализируете свою прежнюю жизнь, вот именно я имею в виду, допустим, с прошлыми женщинами своими, с которыми вы разошлись, там не удались отношения, либо же если сейчас вы находитесь в отношениях, но они не приносят вам ни радости, ни покоя, ни удовольствия. Вот если вы проанализируете их, то вы поймете, как много ошибок было сделано. Ну так, по-честному проанализируйте, да? Это немного так, ваше любимое психологическое отступление и советы. Вот сядьте и проанализируйте. И вы поймете, что ваша женщина давно стала другой, вот с которой вы были, допустим, либо еще сейчас в отношениях. То есть вы, я думаю, вспомните и то, что она стала холоднее в какой-то момент. Вы вспомните и то, что она, допустим, в интиме начала вам отказывать, она, допустим, для вас стала слишком занята, то у нее голова болит, то еще какие-то отмазки постоянно, да. Если она, допустим, раньше вас целовала там перед работой, перед выходом или когда домой приходили, то в какой-то момент она перестала это делать. И понимаете, вот это постепенное отдаление, оно как снежный ком, оно копится все. И вот это отдаление, оно переходит в пропасть между людьми. И тогда уже ну, спасти практически невозможно. Поэтому я и говорю вам, ребят, всегда разговаривайте. Вот разговаривайте, что вам не нравится. Вот здесь и сейчас разговаривайте. Не нужно копить в себе какое-то недовольство. Это я к чему веду? К тому, что вот у вас будут классные отношения, да? Вот постарайтесь их сберечь.
Вот постарайтесь как-то, вот, ну, используйте вот это золотое правило психологии разговаривать. Вот просто посадите женщину, да, просто поговорите, да, что вам нравится, что не нравится. Может, допустим, знаете, вот некоторые люди делают так, вот когда особенно это новые отношения, вот они просто договариваются, что вот давай решим так. Если тебе или мне что-то не понравится, либо же наоборот понравится, мы сядем с тобой и сразу же обсудим, да? Вот, ну, до банального это просто, понимаете? Вот если, смотрите, что-то женщина сказала не так, вам не понравилось, да, допустим, вам показалось это грубо, колкость какая-то, либо еще что-то, да, а для нее это шутка. Вы тут же говорите ей, что ну не говори, пожалуйста, мне обидно, мне неприятно это, да. Все, конфликт исчерпан. А если хотите это носить все в себе, то вот это недовольство, вот эта злость, агрессия, она будет ведь нарастать. И как пружина, она выстрелит рано или поздно. Она по-любому выстрелит. Точно так женщина должна вам проговаривать. Вот что-то ей не понравилось, может, вы не так что-то сделали. Мягко, без скандала, сели, поговорили, все, никакого конфликта. У вас не будет почвы для конфликта, понимаете? Вот если бы у нас люди умели так разговаривать друг с другом, у нас бы намного меньше вообще разводов бы было. Потому что люди договариваются здесь и сейчас, вот, не выходя даже из комнаты, понимаете? Тут же вы говорите, тут же. Поэтому вот я вам всем желаю, ребят, если у вас появится в вашей жизни такая женщина, которая реально будет и по душе, и по сердцу, да, с которой вам будет хорошо, тепло и спокойно, она обязательно у вас появится, да, и судя по раскладу, у вас будет и семья, и любовь, и ребенок, и все будет классно у вас. Поэтому используйте золотое правило психологии, разговаривайте, вы никогда никого не потеряете. И у вас будет постоянная любовь, постоянное доверие, постоянное, знаете, вот чувство влюбленности вы так будете поддерживать. Но вы должны это делать все взаимно. Разговаривайте, еще раз говорю, и со своей женщиной. И это касается вообще всего, всех отношений. Вот такой был расклад сегодня. Немножечко я так в психологию углубилась, да, но думаю, некоторым из вас помогут все-таки мои психологические советы, тем более, что вы пишете мне, что вам они очень нравятся. Поэтому да будет счастье, да будет любовь, и все у вас будет хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, не забываем ставить лайк, подписываться на канал. И всем пока!